Это блюдо мне так нравится, наверное, потому, что оно простое, быстрое и каждый раз можно чуть-чуть менять продукты. В этом видео сразу два рецепта. Для начала беру яйца. У меня сковорода диаметром 24 см, и для такого размера обычно хватает 4-5 яиц. Немного соли и взбиваю венчиком или вилкой. Достаточно, чтобы желтки и белки соединились. Дальше беру сладкий перец, хотя если у вас под рукой нет перца, можно заменить его на что угодно. Помидор, цветную капусту, брокколи. Главное, нарезайте овощи помельче, чтобы они быстрее приготовились. Перец режу кубиками и сразу отправляю в миску к яйцам. Готовим быстро, вкусно и без лишних часов на кухне. А теперь петрушка и зеленый лук. Нарезаю мелко, чтобы зелень равномерно распределилась по всей массе. Следующий шаг – сметана. Беру пожирнее, около 3 столовых ложек. Сметана делает омлет более нежным, добавляет мягкость вкусу. Перемешиваю все это и добавляю муку. Подписывайтесь, включайте колокольчик оповещений, чтобы не пропускать новые видео. Пока масса отдыхает, займусь кабачком. Один средний кабачок натираю на крупной терке. Если кабачок молодой, даже кожицу не снимаю. Немного соли и на растительное масло. Обжариваю пару минут на среднем огне. Кабачок быстро теряет влагу и становится мягким. У меня есть заранее отваренный рис. Это очень удобно. Это вам на заметку, если осталась отварная крупа. Примерно 150 грамм риса отправляю к кабачку. Перемешиваю и оставляю на сковороде еще на 4-5 минут. Теперь самое интересное. Выливаю яично-овощную смесь к рису с кабачками. Для нежности добавляю сливочное масло. Накрываю крышкой и готовлю на медленном огне. Важно именно медленном, тогда омлет равномерно схватится и не подгорит снизу. Примерно через 15 минут смесь становится плотной сверху. Это знак, что все готово. Еще сверху присыпаю натертым сыром. У меня моцарелла. Она нежнее и хорошо плавится. Снова накрываю крышкой и оставляю еще минут на 5-7. Такой омлет-запеканка – это отличный вариант для завтрака или обеда. Он сытный, но не тяжелый, вкусный и для взрослых, и для детей. Если у вас семья большая, смело увеличивайте порцию. Этот рецепт может быть разным. Сегодня у меня кабачки и рис, завтра можно сделать с цветной капустой. Все зависит от того, что есть под рукой. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Еще один момент. Здесь есть рис. Но если хотите, можно заменить его, например, на гречку или киноа. Я пробовала, тоже вкусно. А если у вас остались еще кабачки, не откладывайте их в сторону. Я покажу другой вариант. Тоже на сковороде. Получается быстро, из похожих простых продуктов результат выходит как новое блюдо. Начну с капусты. У меня не молодая, а уже обычный сорт. Поэтому слишком много сока она не даст. Но все равно шинкую ее как можно мельче. Добавляю щепотку соли, слегка прижимаю руками и оставляю минут на 5. Это нужно, чтобы капуста стала мягче. Кабачок беру один средний, натираю на терке. Кстати, очень удобно использовать хвостики или половинки, которые остались от других блюд. В такие рецепты они идут идеально. Тоже солю и даю постоять, чтобы вышла лишняя жидкость. В это время займусь сладким перцем. Убираю белые перегородки и семена, режу кубиком. Тут не принципиально какого цвета перец, но красный и желтый смотрятся особенно ярко. Морковь беру небольшую, чищу и натираю на терке. Если у вас есть корейская терка, попробуйте на ней, получается красивая тонкая соломка. Теперь беру большую миску. Капуста уже пустила сок. Я ее отжимаю и перекладываю в миску. С кабачком делаю то же самое. В отдельной посуде взбиваю куриные яйца венчиком. Сюда же вливаю немного молока. Соль регулируйте под себя, но помните, что мы уже добавили ее к капусте и кабачкам. Все овощи собираю в одной миске. Капуста, кабачок, сладкий перец, морковь, а еще добавляю зелень. Подойдет все, что у вас есть. Укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук. Зелень делает омлет ароматнее и полезнее, особенно утром. Не забудьте про специи. Также беру сушеный чеснок. Вкус получается мягкий. Если хотите поострее, можно взять свежий чеснок, только имейте в виду, аромат у него сильнее. Заливаю все это яично-молочной смесью. На плиту ставлю сковороду, смазываю ее растительным маслом и выливаю овощную массу.
Накрываю крышкой и готовлю на медленном огне около 10-15 минут. Важно не спешить, чтобы омлет равномерно схватился. Пока он доходит, натираю сыр. Когда омлет уже почти готов, переворачиваю его аккуратно. Сверху посыпаю сыром. Снова накрываю крышкой и оставляю еще минут на 7-10. Если хотите более сытный вариант, добавьте немного отварной курицы или кусочки ветчины. Нужно легкое, оставляйте только овощи. Все равно вкусно. Обязательно делитесь этим рецептом с друзьями. И спасибо, что досмотрели до конца. А если вы впервые у меня на канале, добро пожаловать. Здесь рецепты из простых продуктов, которые всегда под рукой. Приятного аппетита и до встречи!